Ой, друзья, выглядит очень... Я не помню, чтобы у меня такое было. В прошлом видео я проехал почти 730 километров ради одной цели – дома, где не так давно проявил себя полтергейст. Сейчас я тоже только проснулся. После дороги решил лечь спать. Но последние 20 километров превратились в непроходимую стену. Я штурмовал это бездорожье раз за разом. Рвал технику, но пробраться, к сожалению, так и не смог. Тогда-то я и вспомнил про старый заброшенный дом, затерянный в зарослях, который видел по пути. Вижу там какое-то строение, похоже, дом. В камеру ничего не видно. Сейчас. План был довольно прост. Переждать там ночь, перевести дух, отдохнуть, а утром принять новую попытку по достижению цели. Но эта ночь перевернула все. Посреди ночи дом ожил. В комнатах раздались шаги. Тяжелые, отчетливые шаги. В здании присутствовал кто-то еще. Кто-то не из нашего мира. И финальной точкой стал жуткий голос, пробившийся сквозь помехи рации. Голос сказал: «Я здесь». Кто произнес эти слова, я не знаю. Я ничего не знаю об истории этого места. Обычно такие истории мне рассказывают люди, которые случайно столкнулись с чем-то паранормальным. Они рассказывают мне историю, и я еду на место, зная, кто там, ведьма или полтергейст. Но про этот дом мне не говорил никто. Я не искал его специально и не знал его тайн. Я нашел его сам и совершенно случайно. Я услышал тебя, что ты здесь. Ты можешь назвать свое имя и сказать, как ты тут оказалась? Молчание. Были только помехи опять, но без слов. Пока тишина, расставлю камеры, где смогу.
Где же ты? Ответь мне. Или покажись мне. Я не слышал твоих слов. Если это говорила ты можешь повторить? Ты можешь сказать, как тебя зовут? Я не помню, чтобы у меня такое было. Я правильно понял. Тебя зовут Таисия? Вдобавок ко всему, она меня полностью понимает. Таисия, скажи мне, почему ты находишься в этом доме? Таисия, я не услышал твоих слов. Ты можешь сказать мне еще раз? Таисия, ты еще здесь? Что за нахер? Что за нахер? Таисия, это ты? Таисия, что случилось? Почему ты так дышишь? Таисия,
Ты пытаешься мне что-то сказать? Скажи мне, а почему ты здесь? Как-то все, что здесь происходит, друзья, выглядит очень... Таисия, это сделала ты? Таисия, скажи мне, это ты сделала? Ты пытаешься меня напугать? Ты питаешься моими страхами? Скажи мне, кем ты была раньше, до того, кем являешься сейчас? Твою мать, что это? Кто ты, Таисия? Скажи мне. Одно могу сказать точно, со стопроцентной уверенностью. Это был не демон. Демонические сущности никогда, ни при каких обстоятельствах не называют своих имен. А она назвала, она четко произнесла.
Таисия, а это означает, что когда-то она была человеком. И именно в тот момент меня буквально прожгла одна жуткая мысль. Что за человек здесь был? У меня сложилось стойкое ощущение, что в этом доме жила либо колдунья, которая занималась чертовщиной, либо кто-то, кто совершил здесь самое страшное и наложил на себя руки. И именно поэтому ее душа застряла тут навсегда, не способная уйти. По-моему, она что-то шепчет. Может, здесь жила ведьма, и остался ее дух в этом доме, и сейчас она по рации читала какое-то заклинание. Блин, камера стояла на столе. А может, записала. Я сейчас видел тень на этой печке. Это была не моя тень. И судя по тени, это была точно ведьма. И она боится святой воды. Рация сама включилась. А если начну снова шептать, я вытащу из нее батарейки. Надеюсь, я успел. И эта ведьма своим заклинанием не прокляла меня. Это зеркало? Или там ее фотография? Пусто.
Честно, я не ожидал вообще, что в этом доме кого-то встречу. Совершенно был не настроен на съемку. Поэтому лучшим решением сейчас будет отсюда уйти как можно скорее. Так я и сделал. Со светом от фонарика на адреналине кое-как я упаковал сумки на квадроцикле. А в этот момент за моей спиной творился полный ад. В стену влетел стул с грохотом, а над духом раздалось это ледяное дыхание. А я на автомате заливал все вокруг святой водой, лишь бы безопасно собраться. Друзья, я понимаю, что это безумно опасный дом. Он представляет реальную угрозу. Вы сами слышали, какие заклинания она зачитывала через рацию. И тем более ехать туда одному. Но когда я немного остыл и пересмотрел кадры, то до меня дошло. Такие призраки попадаются буквально раз в жизни. Сколько времени я уже езжу один по заброшкам, буквально все время мне попадаются какие-то безымянные сущности. Демоны, которые никогда не называли своих имен и с которыми бесполезно говорить. Или помните, как в том доме недавно призрак просто на автопилоте ходил и просил воды, твердил одно и то же. А Таисия — это совершенно другой уровень. Это сознательный, обладающий разумом дух. Она сама назвала свое имя, она слышала именно мои вопросы и отвечала на них. Она видела меня, все понимала и реагировала. Да, она опасна, но для меня, как для исследователя, это уникальный шанс. Мне безумно хочется вернуться в этот дом, придумать, как защитить себя и наладить с ней контакт. Заставить ее говорить, не просто убегать от летящих стульев, а получить от нее информацию о том, что находится там. Приоткрыть тайну загробного мира с сущностью, которая реально идет на контакт. Да, возвращаться туда страшно, но это дьявольски интересно. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, ставьте лайки и пишите комментарии, реально ли наладить контакт с Таисией. И да, чуть не забыл, мою первую книгу, роман «Голос», который меня написал, можно забрать прямо сейчас на Литрес, либо на Озон. Ссылки внизу.